Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире вебинар по продвижению сайтов, и я рад представить вашему вниманию Андрея Калашникова. Андрей, привет! Всем привет! Рад вас видеть, слышать, читать. О чем сегодня? Так, сегодня мы поговорим об тоже SEO, но немножко о альтернативной его составляющей. То есть мы все привыкли к тому, что вот у нас есть веб-сайт, у нас есть коммерческие страницы, и мы через вот эти коммерческие страницы забираем клиентов из поиска. Вот сейчас мы поговорим именно о противоположной стороне, о информационном контенте. Вот, в принципе, этому и будет мой доклад в основном посвящен. И на примере конкретных инструментов, в данном случае это будут статейные площадки, всем известные вроде ВС.РУ, Пикабу и так далее. Отлично, Андрей, Вот. все, слушаем тебя внимательно. Так, сначала пару слов о себе расскажу. То есть я, в принципе, занимаюсь в основном SEO. Более 300 успешных кейсов в конкурентных нишах. Вот, веду блог на ВС.РУ про нейросети. Вот недавно перешел порог за 1 миллион прочтений в месяц. Круто. Вот. Из интересного, до диджитал-сферы жил в Австрии, вот, тоже там частично занимался бизнесом. Потом вернулся домой, в свою родную Беларусь, пошел в армию. В ней, опять же, прослужил 12 лет, 10 лет из которых в спецназе. И как-то Очень вот так вот... интересно вообще. Тебе надо книги писать, такая жизнь разнообразна. Бизнес в Да. Австрии, спецназ там и так далее. Очень круто. Да. И теперь вот занимаюсь SEO-хой, и сегодня вот хочу вам что-то интересное рассказать. Так, давайте начнем. То есть, как мы уже говорили, у любого бизнеса в интернете есть сайт, то есть он обязан быть. И наша, скажем, условно стандартная классическая SEO-задача – это двигать коммерческие страницы вверх, получать с них трафик, получать заявки, и это абсолютно стандарт, это работает, это нужно делать. Вот. Но у этой схемы есть один такой небольшой изъян. Эта схема работает изначально с людьми, которые уже готовы купить. Вот. И, к сожалению, и это надо признавать, это меньшая часть потенциальной аудитории. То есть большинство людей, которые завтра станут вашими клиентами, сегодня ищут не как купить или заказать, они ищут как, почему, там какие-то сравнения, что лучше. То есть они там стараются как-то разобраться в теме, что-то выбрать, сформировать какое-то мнение. Вот. И именно в этот момент они и готовы к убеждению. То есть не нашими какими-то коммерческими страницами, а именно информационным контентом. Вот. И тут, собственно, мы об этом и поговорим. То есть контент как альтернативный вход в воронку продаж. То есть не вместо коммерческих страниц, а параллельный. То есть мы заходим не с слова «купи», а заходим со слова «разберись». То есть в итоге получаем, по сути, того же самого клиента, но только условно немного прогретого. Следующий вопрос. Где, собственно, этот контент публиковать? Логичный и долгосрочный ответ на своем сайте. Вот. Тут есть, опять же, очень-очень важный нюанс, про который мы сегодня максимально подробно поговорим. Информационные страницы на вашем домене, они конкурируют в выдаче абсолютно по тем же правилам, по которым конкурируют и коммерческие. То есть те же требования к оптимизации контента, к ссылочному профилю, авторитет, траст домена и так далее. То есть если у вас хорошо сидят в топе коммерческие страницы, то это абсолютно не означает, что статьи станут туда же. То есть информационная выдача – это, собственно, отдельная конкуренция, и чаще всего там совершенно другие игроки находятся с другими историями, другими ссылочными и так далее. Плюс ко всему, информационный контент – это, тоже надо признавать, это чаще всего игра в долгую. Вот. И альтернативой публикации на своем сайте
это статейные площадки, у которых, собственно, этот траст уже есть. То есть это там, ВС.РУ, Пикабу, DTF, Хабр, все их прекрасно знают. Вот, ваша статья, допустим, выходит сегодня, и уже через 10 минут она может быть в индексе и в топе выдачи. Такой же результат на своем сайте, ну, повторить крайне тяжело и это ближе к практически невозможному. Вот. Что происходит, в принципе, в классическом SEO? Коммерческие запросы, купить, там, заказать, цена, там, стоимость и так далее, по ним в верхней строчке выдачи чаще всего занимают агрегаторы, там, маркетплейсы с огромными бюджетами. Вот. Если говорить, опять же, про тот же условный Яндекс, это обилие контекстной рекламы, то есть это там по коммерции, там, не дай бог, товарки какой-то, это там колдунщики плюс сразу 4 минимум сниппета директа. Вот, то есть по органике, грубо говоря, ты находишься в топ-1, а по факту в выдаче пользователь тебя видит там в лучшем случае на 5-й позиции, ну, как бы со всеми вытекающими. Вот, и что, собственно, нам остается? Остается нам огромный пласт информационных запросов. То есть это люди, которые еще не решили купить, но уже ищут информацию, уже где-то там что-то сравнивают, уже пытаются разобраться в теме. Вот. И этот пласт, он крайне недооцененный, то есть он менее конкурентный, чем коммерческий, и при правильной работе, то есть он однозначно конвертируется практически ничем не хуже коммерческого трафика. Вот. И, ну, опять же, есть такая цифра, с которой там практически все в то или иное время сталкивались во время сбора семантики. То есть в большинстве ниш доля информационных запросов, они примерно, ну, 70-90%. То есть большая часть людей, которые потенциально ваши клиенты, прямо сейчас задают вопросы, а не ищут кнопку «Купить». Вот, они, собственно, хотят разбираться. И, собственно, тот, кто отвечает на их вопросы, тот получает доверие, ну и, соответственно, прогревает аудиторию, и в итоге получает сделку. Вот, ну, это и есть, собственно, статейное продвижение. То есть мы пишем тексты не под чисто SEO, а мы строим там своеобразный информационный актив. Так, по тому, как, собственно, нам вот этот вот контент строить. То есть у нас есть там определенная логика. И вот по этой логике очень многие SEOшники, они допускают, можно сказать, фундаментальную ошибку. То есть они берут самую частотную тему, пишут статью, публикуют и ждут трафика. Вот. Ну, этот подход примерно работает то же самое, что вот прийти на речку случайно, забросить удочку и ждать, пока клюнет рыбка. Ну, примерно так же он работает. Вот. Статейная стратегия, она строится немножко по другому принципу. То есть мы, допустим, берем нишу, пусть это будет и инструменты для маркетинга. То есть мы не пишем одну единственную большую статью, там, копирайтинг с помощью нейросети в маркетинге. Вместо этого мы разбиваем нишу на более мелкие конкретные кластеры, которые, в принципе, спрашивают люди, которые именно вот по этой тематике имеют какой-то определенный интерес. То есть это пусть будут там нейросети для написания текста, какая-то сравнительная статья, это как пользоваться там чатом GPT для копирайтинга, это как заставить там нейросеть писать как человек, это как автоматизировать там написание текста и так далее. То есть каждый запрос — это отдельная статья, статьи все между собой перелинкованы, вот, и мы, грубо говоря, не в одном месте находимся, а сразу в нескольких точках семантической карты.
Это работает лучше одной большой статьи, потому что у каждого человека запрос под свой intent, вот, и, соответственно, своя аудитория под этот intent на этапе принятия какого-то определенного решения. То есть кто-то только что-то узнает, другой уже выбирает между какими-то конкретными инструментами, третий ищет кейс, как это все применить, и это вот так вот все по цепочке идет, идет, идет и переходит во что-то большое, а мы, собственно, каждому из них с правильного угла отвечаем правильным текстом. Так, теперь про форматы контента. То есть у нас не все статьи одинаковые. У нас в воронке, в принципе, должно присутствовать разное количество, разные форматы статей, вот, и они решают разные задачи. То есть вот хаб, наша якорная статья, это самый большой разбор по теме. Ну вот, как мы говорили, то есть, допустим, полное руководство по инструментам в маркетинге. То есть она охватывает широкую тему, там является самым главным SEO-шным активом кластера, вот, и ссылается на все остальные материалы. Следующий тип– это как делать что-то. То есть это инструкции, гайды, пошаговые разборы. То есть там, допустим, как настроить чат GPT для написания там, постов в соцсети. Вот, это высокий спрос, высокая степень дочитываемости, то есть понятный читателю формат, вот, очень хорошо ранжируется, и там, за счет того, что там, пользователь чаще всего такие материалы, если они прям отвечают на их вопрос, дочитывают, они, в принципе, заинтересованы в дальнейшей коммуникации. Вот. Следующий тип статей– это как выбрать там что-то. То есть это форматы сравнения там, некоторые. То есть, допустим, как выбрать там CRM-систему для малого бизнеса. Вот тут мы ловим аудиторию, которая прям в активной фазе выбора, и это очень там прям на одном касании до совершения конверсии. То есть в зависимости от того, как мы вот этот материал сможем обыграть, будет зависеть то, насколько мы сможем привлечь там потенциального клиента. Следующий тип – это рейтинги. То есть это топ столько-то лучших таких-то там кого-нибудь. Вот. И тут очень важная деталь. Вот. Если, ну, естественно, что нам интересно поставить в этом рейтинге себя на первое место. Если мы ставим себя на первое место в этом рейтинге у себя на домене, то это выглядит как бы очень странно и неубедительно для читателя. Вот. Аудитория, в принципе, все это чувствует. Вот. А на стороннем домене с нейтральным брендом это уже воспринимается как какое-то независимое экспертное мнение. То есть читатель видит топ там чего-то такого, это какая-то там определенная аналитика. Вот. Если там, вы находитесь на первом месте, то оно должно сработать. Вот. Ну и в целом как бы такого рода статьи рейтинговые, они являются одними из самых конверсионных. Вот. И следующий тип материалов– это сравнение там, вашего бренда там, с конкурентом, допустим. Вот. Это, в принципе, плюс-минус та же история. Вот. На собственном домене это будет очень странно выглядеть. На нейтральной площадке прям полноценный инструмент убеждения. То есть в данном контексте у нас сторонняя площадка, она, скажем так, снимает конфликт интересов. То есть читатель воспринимает такой материал как редакторский, вот, а не рекламный. Ну, даже если мы там самостоятельно свой продукт на первое место и поставили. Вот. И вот именно с этого у нас как бы наши вот эти большие статейные площадки и появляются. И, собственно, почему именно статейные площадки, как оно все это дело работает. То есть на примере ВС.РУ разберем, но, в принципе, как бы эта логика, она адаптируется и применима ко всем остальным площадкам. То есть тут мы, как SEO-специалисты, там, не используем там всякие непонятные метрики вида там ВС.РУ там, или Хабр, известный сайт. То есть у нас как бы логика, которая делится там, на определенное количество уровней. То есть первое, ну, самое логичное – это трастовость домена. То есть в чем суть?
У нас поисковые системы оценивают не страницу в данном контексте, а весь домен, вот, на котором находится эта страница. И у этой истории как бы есть оценка, она накоплена годами, и ВС.РУ там работает еще там с нулевых. За это время этот домен получил тысячи ссылок там с разных авторитетных ресурсов, прошел все алгоритмические обновления, накопил там огроменный ссылочный там вес, оброс там миллионами, если не миллиардами страниц. Вот. И поисковые системы это как бы знают, это все хорошо, они ему доверяют. Вот. Это как бы в данном контексте для нас и важно. Когда мы публикуем статейку на VC, то есть она с первых минут публикации, она стоит вот на этом фундаменте, то есть домен за нее как бы поручился задолго до того, как она, в принципе, вышла. Вот. Ну и, соответственно, как бы поисковые системы гораздо охотнее там присваивают какие-то повышенные позиции и забирают в индекс. Если говорить о новом сайте своем, то есть можно написать максимально экспертный контент, максимально идеальный, причесанный, все что угодно, все технически будет правильно, но для поисковой системы домен малознакомый, как бы, а доверие, в принципе, надо еще заработать. А вот это, собственно, время. Следующий интересный момент – это скорость индексации. То есть поисковый краулер, он посещает разные сайты с разной частотой. Ну, все в курсе про краулинговый бюджет. Вот. Статейники это для них топ-приоритет, то есть статья появляется в индексе там, от нескольких минут до нескольких часов. Вот тут как пример, то есть внизу на слайде 27 минут назад опубликовалась статейка, через 24 минуты она уже в индексе Яндекса. То есть для там некоторых информационных тем это может быть вообще очень критично. То есть, допустим, вышел какой-то новый продукт, произошло какое-то новое событие, там, новый какой-то тренд, и первые статьи, они снимают все сливки вот, за счет того, что самые первые залетают. Вот, ну, как бы про молодые домены мы уже говорили. Следующий тоже важный такой элемент для информационного контента – это EIT, то есть это юриспруденция, крипта, финансы, медицина. Это ниши в так называемые Your Money, Your Life, то есть, ну, тут потому что как бы цена ошибки пользователя, который пришел по вопросу из интернета, это потеря денег или здоровья. Поэтому вот поисковые системы требуют определенного уровня экспертности, авторитетности. Вот. А статейные площадки, они со своей стороны вот эту проблему решают. То есть они существуют давно, там есть как бы редакция, которая все это дело модерирует, там публикуются реальные люди под своими реальными именами, там идет какое-то живое обсуждение, и вот совокупность всех этих вот сигналов поисковая система воспринимает как свидетельство авторитетности источника. Вот. И эта авторитетность, она непосредственно транслируется на вашу статью. Так, и все, что мы выше говорили, это на 100% про поисковые системы. Есть еще дополнительный бонус. Это внутренняя аудитория. То есть как бы у каждой вот этой вот площадки, которую мы обсуждаем, у них своя многомиллионная аудитория, которая активно читает ленту, активно там подписывается, коммуницирует с авторами, реагирует на какие-то публикации. То есть, ну, тут, опять же, VC читают ежедневно, Хабр читают ежедневно, Пикабу тоже. Вот. И среди всех вот этих вот людей, естественно, что есть ваши потенциальные клиенты, которые вот, ну, в данный момент просто листают ленту.
Ну, в принципе, про песочницу там уже мельком упоминали. То есть у нас как бы в конкурентных нишах песочница для новых доменов там от 6 до 18 месяцев, что-то такое. Вот. Алгоритм не доверяет новым доменам, ждет доказательств, и, ну, как бы технически все идеально не было сделано, позиции нам не видать. А вот площадки этот барьер обходят, вот, и это прям ситуативно достаточно большой бонус. Следующая очень полезная история – это связь с вот этим вот шумной историей про гео. То есть поисковики, они активно сейчас ставят и ответы над органикой, вот так называемые вот эти нейроответы, сгенерированные на основе определенных источников. И вот эти вот источники, они чаще всего, ну, достаточно часто формируются на основе статей, размещенных именно на вот таких вот статейных площадках. То есть, грубо говоря, статья на VC или Хабре имеет в разы больше шансов попасть в источники нейроответа, чем там статья на каком-то постороннем домене. Вот, ну, это тоже там потенциально какой-то там поток трафика. Ну и плюс там факты, допустим, из таких статей тоже достаточно неплохо, активно подхватывают нейросети. То есть если ваш материал написан четко, структурирован, как бы содержит какие-то конкретные там доказательства, он становится источником, который цитируют. То есть это прям бесплатная такая дистрибуция в новых там яичных каналах потребления информации. Вот, но опять же, повторюсь, об этом уже говорили, что это не все не аргумент в пользу того, чтобы бросить свой домен, это аргумент в пользу параллельной стратегии. То есть площадки дают нам присутствие прямо сейчас. Вот это вот время мы сокращаем. Так, ну и там пару слов по площадкам, на какие посмотреть и что выбрать. То есть, в принципе, площадок в Рунете достаточно много. Все их прям полноценно озвучить и разобрать будет достаточно долго, но скажу пару слов вот прям про те, которые у всех на слуху. То есть ВС.РУ пресловутая, как бы она изначально позиционировала себя как бизнес-медиа, но по факту там как бы публикуют вообще все подряд. Месячный трафик у них там примерно порядка 15-20 миллионов визитов в месяц. Вот. Из аудитории тут предприниматели, маркетологи, там IT-директора, продукты, стартаперы, в общем, люди с деньгами и полномочиями принимать какие-либо решения о покупке. То есть DTF – это дочерняя площадка VC. То есть она изначально про игры и развлечения, но, как и с VC, там публикуют все подряд. Аудитория там поменьше, порядка там 5-7 миллионов. Аудитория там в основном геймеры, очень вовлеченные, тоже любят всякие технические разборы и очень любят прям комментировать. Ну, там, наверное, в силу возраста. Пикабу – это, наверное, у нас прям самый известный и популярный и трафиковый ресурс. То есть там у нас порядка там 30-40 миллионов в месяц посетителей, то есть с максимально широким охватом. Аудитория разношерстная, там от 25 лет до 45. Интересы тоже самые разные. Максимально токсичные комментаторы там. Вот. Модерация, что интересно, тоже там общественная. То есть там можно активно задизлайкать какие-то посты, это все дело повыносить. Ну, то есть если вы хотите минимум коммуницировать с аудиторией, не вашей целевой, то, скорее всего, Пикабу будет не ваш выбор, потому что там придется за некоторые слова в комментариях поотвечать. Вот. Про
и T-Progrer, то есть это как бы тоже две площадки, больше про IT и технологии. То есть Хабр, он самая, собственно, старейшая авторитетная площадка, T-Progrer чуть помоложе. Вот. Аудитория очень целевая, то есть если ваш продукт или услуга связана с разработкой, что-то связано с IT, это вот прям прямое попадание для вас, вам даже ни о чем другом думать не надо. Тенчат — это наш российский аналог LinkedIn, то есть последние пару лет тоже достаточно активно развивается. Клерк тоже изначально там больше про финансы, там бухгалтерию, налоги, но сейчас как бы по факту, в принципе, все, что касается предпринимательства, все там публикуется, и там по юридическим вопросам, и по финансам, и по кадрам, все что угодно можно там найти. Вот. Ну, естественно, что сюда, наверное, можно было бы добавить еще и Дзен, вот, но сейчас уже как бы объективно ему очень сложно конкурировать с ребятами выше, поэтому, ну, да, есть еще Дзен. Вот, но это как бы, опять же, не полный список, но прям основной костяк, скорее всего. Так, теперь про то, как продвигать, собственно, статьи на чужих площадках. Нюанс, который отличает работу на чужих площадках от работы на своем сайте, прям который играет в нашу пользу. То есть большинство площадок, они допускают бесплатные публикации, и все опубликованные статьи, они попадают в индекс поисковых систем, но при этом почти все они запрещают прямую рекламу своих продуктов. То есть статью написать можно, а продвигать себя в ней нельзя. Вот. Есть вариант продвигаться нативно, но открыто нет. То есть здесь, если мы заинтересованы непосредственно в какой-то рекламе и конверсиях, скорее всего, надо рассмотреть про подписку платную, то есть она снимает запреты на рекламные интеграции, то есть вы можете активно рекламировать, что хотите. Она дает больше публикаций в месяц, она на некоторых площадках позволяет подключить Яндекс метрику и там ввести какую-то аналитику. Вот, ну и там предлагает дополнительные какие-то форматы и инструментов продвижения, там, в виде там каких-то дополнительных подсказов, там, и так далее. Вот, то есть, ну, самое главное, что нужно знать, это то, что с про-подпиской вы можете прям активно продвигать свой продукт. На ВС.РУ это стоит порядка 40 тысяч в месяц, вот, ну, на других условиях, на других площадках там немножко другие условия, вот, но это немножко цена кусается, немножко больно, но нужно рассчитывать как, скажем, стоимость входа в канал. Вот. Следующий момент – это когда вы что-то делаете со своим непосредственно сайтом, со своим доменом, это определенного рода риски. В данном контексте на чужих площадках этот домен не ваш, поэтому, ну, если что-то случится, вы ничего не теряете. То есть, ну, что-то сгорело, ну, как говорится, селявуха такова. Вот, и это, собственно, открывает нам ряд инструментов. То есть первый инструмент – это накрутка поведенческих факторов. То есть на данный момент, кто бы там что ни говорил, и очень многие по этому спорят, но это единственный на 100% рабочий инструмент продвижения в Яндексе. То есть много-много мифов вокруг него входит, много рассказывают про плюсы, про минусы. Очень многие люди боятся начать накрутку поведенческих факторов,
потому что у них там не хватает каких-то определенных знаний, там, технической направленности, много всяких, там, скажем, мошенников, которые там под тем или иным соусом предоставляют услуги по накрутке поведенческих факторов. Но тут по факту как бы в России есть только одна реально рабочая команда. Вот. И если вы хотели попробовать накрутку поведенческих факторов, но боялись на своем домене, то можете попробовать на статейников, и это не жалко. Вот. И поэкспериментировать, посмотреть, как сработает, не сработает, ну и дальше уже там по вашему решению. Следующий момент – это ссылочные манипуляции, то есть как бы закупка ссылок на страницу статейной площадки – это не то же самое, что закупи ссылки там на свой сайт. То есть тут тоже у нас есть там огромное количество методов, которых можно протестировать, там какие-то ссылочные прогоны, подклейки дроп-доменов, все то, что очень стесняешься делать со своим собственным сайтом, можно не стесняться делать со своей какой-то конкретной страничкой. Вот, поэтому тут у нас как бы действует главный принцип, что площадка – это своеобразный буфер между вами и рисками. Так, следующий блок – это у нас про алгоритм популярный. То есть что это, в принципе, означает? То есть мы попадаем в колонку популярного, и это у нас автоматически 1000 просмотров от реальной аудитории. То есть площадка сама автоматически рекомендует ваш контент для аудитории. То есть тут мы приближаемся к аналогичной истории, как будто мы говорим сейчас не про статейное продвижение, а про алгоритмы для роликов на YouTube. То есть для того, чтобы попасть в популярное на статейниках, то есть тут тоже есть определенный там перечень особенностей. Первое – это комментарии. То есть это прям самый весомый сигнал такой. То есть тут и не просмотры, и не лайки, а именно комментарии. То есть алгоритмы интерпретируют комментарии как свидетельство того, что тема вызвала там определенную реакцию. То есть дискуссия под постом равно интерес, и, это, соответственно, равно дальнейшее продвижение в ленте. Вот. И из этого следует, что, допустим, какой-то провокационный тезис в конце статьи повышает автоматически шанс попасть в популярное, чем просто идеально структурированный текст. То есть можно добавить какой-то неоднозначный вывод, с которым там можно поспорить, какой-то вопрос без однозначного ответа осветить. То есть все это будет конвертироваться в какие-то комментарии. Вот. И иногда лучше как бы намеренно оставить открытый финал, чем завернуть все прям академически аккуратно. Следующий момент – это закладки. То есть соотношение закладок к просмотрам – это тоже один из прям очень хороших показателей полезности контента. То есть для чего, в принципе, люди сохраняют статьи в закладке? Это для того, чтобы почитать потом и применить. То есть это тоже как бы очень крутой сигнал. И, скорее всего, вот все там практически какие-то гайды, там чек-листы, обзоры за счет того, что чаще всего такие материалы недостаточно объемные, там, на большое количество символов, они будут сохраняться, потому что, они априори имеют какую-то ценность для посетителя, вот даже с условием того, что вот прям непосредственно сейчас, в этот момент, он не может его прочитать. И следующий момент – это, собственно, репосты. То есть если материал начинают расшаривать внутри самой площадки или, там, допустим, за ее пределами, там, репостят там в Telegram там, и так далее, то есть это для алгоритмов тоже, в принципе, сигнал качества. То есть если там человек поделился с другим живым человеком, то это очень хорошо. Поэтому нужно всегда, в том числе при подготовке контента, стремиться делать материал
таким образом, чтобы его хотелось там переслать другому человеку. Вот. И тут как бы есть такое, скажем, небольшое окно из 2 часов. То есть, в принципе, эта история действует практически везде. Если вы опубликовали статью, то у вас примерно 1-2 часа есть на то, чтобы алгоритм принял какое-то решение о распределении охватов. То есть, ну и тут мы можем сделать как бы небольшой начальный импульс. То есть механика примерно вот так вот выглядит. Мы публикуем статью, немедленно сразу же даем ссылку там на какой-то в своем телеграм-канале, в какие-то профессиональные чаты, какие-то личные чаты там друзьям по теме. И нам не нужно собрать сразу же там 10 тысяч просмотров, но вот очень важно вот в первые там минуты-часы получить 5-15 качественных дочитываний. Это совершенно немного. Вот, желательно, чтобы эта целевая аудитория еще там поставила какой-нибудь лайк, закладку и комментарий. Вот, и тогда, в принципе, гарантированно ваш материал попадет в колонку рекомендаций. То есть, ну, они тоже бывают разные. То есть есть там прям общие по всей площадке, есть там общие по какому-то конкретному направлению, зависит от того, по какой тематике вы пишете. То есть, ну и тут как бы тоже важно понимать, что даже вот очень круто экспертно написанная статья без начального импульса, она передается рандому. То есть это означает, что для того, чтобы она пошла вверх, именно вот в этот конкретный момент именно ваш конкретный читатель должен сидеть перед монитором и сделать все вот эти вот действия. Чаще всего это не случается, поэтому можно теоретически, ну как теоретически, практически можно под эти алгоритмы оптимизировать свои публикации. Следующее – это, собственно, заголовок и обложка. То есть у нас принято считать, что самое главное – это качество текста. Вот. Но качество текста, оно определяют, останутся ли читатели и дочитают. Вот. Но кликнут ли читатели по этому тексту и в конечном итоге прочитают ли, у нас за это отвечает именно заголовок и обложка. Вот. И тут, в принципе, у нас тоже есть определенное количество паттернов. То есть это должен быть какой-нибудь, ну, заголовок должен быть кликабельным. Это должен быть какой-то либо конкретный неожиданный результат, либо какое-то противоречие с расхожим мнением, либо прям какой-то кричащий личный кейс. То есть, в принципе, что все вот эти вот заголовки объединяет, это, ну, конкретика, то есть там какие-то цифры, сроки, результаты, нету там каких-то обещаний расплывчатых там и так далее. Вот. Ну и по обложке как бы стоки и генерёшки через ишку в тему статьи – это уже как бы тот инструмент, который мозг научился вполне на нормальном уровне игнорировать. Все 1000 раз видели там улыбающихся людей там в деловых костюмах. Вот. И чтобы, в принципе, на вашу статью обратили внимание на ленте, то есть что-то должно быть яркое, что-то агрессивное, какой-то крупный текст на минималистичном фоне. В общем, вы должны обложку делать такой, чтобы она однозначно выделялась в ленте. Следующий момент – это время публикации. То есть очень тоже важный паттерн. Люди читают контент в те моменты, когда, ну, особенно в будние дни, они не работают активно. То есть по времени это тоже можно на себя примерить. То есть первое время, когда лучше всего публиковаться,
Это время завтрака и дорогу до работы, то есть где-то с 7 до 10 утра. То есть ленту читаю с телефона, там что-то узнаю новое. Следующий момент — это обед с 12 до 2. Конец рабочего дня, когда, естественно, что работать уже как бы не совсем хочется, настроения нету, но еще не дома, поэтому там переключаешься на какие-то посторонние моменты. Вот, ну и, собственно, досуговое потребление контента — это там вечер и ночь, то есть там с 8 там, до 11, там, до 12. Вот, и тут, в принципе, тоже очень важно учитывать этот момент при публикации, потому что именно вот в эти часы на площадках находится максимальное количество пользователей, и именно в эти часы гораздо большая вероятность вашей статьи собрать внутренний трафик площадки. Теперь тоже пару слов по самой воронке. То есть как из читателя сделать клиента. То есть мы приходим к истории, что статья в топе, трафик идет, и что мы делаем дальше. То есть две прям типичных ошибки — это либо сетей нету вообще, то есть авторы, веб-мастера надеются на то, что читатель сам догадается, куда ему пойти, чтобы прочитать подробнее про ваши услуги, либо она прям в лоб, прям статья информационная превращается в рекламный пост. Вот. Ну, такие вот посты, даже с условием того, что вы находитесь там на покупных про-аккаунтах, в том числе может не пропустить модерацию, то есть, там, в частности, Хабр отличается своими жесткими модерами, и просто так налево и направо, без разбора, агрессивно в каких-то нетематических моментах у вас не получится. Вот. Ну и аудитория, естественно, такие посты игнорирует. Вот. И как, собственно, эта история должна работать, а она должна работать нативно. То есть это, скажем, 3 паттерна психологического механизма, которые вот включаются при подходе, который сейчас вот я озвучу. То есть принцип взаимности — это самое первое. Мы отдаем контент бесплатно, у читателя уже на подсознательном уровне возникает желание ответить взаимностью, то есть там каким-то вниманием, действием, переходом. Вот. И это, в принципе, уже не манипуляция получается, а базовая социальная механика. Ну, грубо говоря, спасибо за интересный контент. Следующий момент — это предвзятость к эксперту. То есть человек, который только что вам дал глубокий, честный разбор, он воспринимается как эксперт, а не продавец. То есть рекомендация от эксперта и рекламный месседж — это, ну, прям абсолютно разные категории в голове читателя. Вот. Эксперту чаще всего будут доверять, ну, а продавцу... Следующий момент — это снижение когнитивного барьера. То есть нативная реклама, она не разрывает контекст чтения. То есть она логически в него вытекает. То есть читатель не переключается в режим там, «Ой, я там рекламу прочитал», да, ну, собственно, не активирует защитную реакцию. Он просто идет вот следующим шагом. На небольшом кейсике разберем. То есть, допустим, у нас есть Telegram-бот, который генерирует изображения. Там всякие там фотографии и так далее по промпту. Вот. И у нас стоит задача привести без рекламного бюджета туда трафик. Берем тоже ситуативная история, праздник, 23 февраля, и ну, сейчас яишки находятся на хайпе, и прям все хотят повально друг друга придумать, как порадовать. То есть один из способов — это сделать, собственно, открытку на 23 февраля. И мы пишем статейку,
и открытка на 23 февраля, и даем промпты, потому что ну, вот люди хотят посмотреть промпты. Вот. Как тут строится, собственно, воронка? То есть первый шаг мы даем, что они ищут. То есть, ну, те самые 35 готовых промптов, там открытка в стиле там, СССР, там, для айтишника, романтическая пара, там какой-то военный, танкист, сотрудник МЧС там, и так далее. То есть читатель уже листает эту историю, уже представляет там свою открытку, он уже мотивирован для того, чтобы ну, вот, попробовать сгенерировать это прямо сейчас. После этого мы рассказываем ему про инструменты, что ну, вот есть такие-то нейросети, есть Midjourney, есть там нано-банана, там-то, там-то это надо сделать таким-то образом. Вот, и ну, читатель тут понимает, что у него тут, оказывается, даже и выбор есть, что есть не один инструмент, а есть прям много, и они все дают всякие разные эффекты. Вот, и после этого мы предлагаем свой. То есть не под предлогом, что вот это прям лучший результат, лучший вариант, а как из один вариант, но прям с конкретным преимуществом. То есть, допустим, пользователю удобно работать в Telegram, поэтому мы говорим, что это работает там прямо в Телеграме. То есть там человек с телефона читает эту статью, ну, естественно, что на телефоне объективно там быстрее и проще там пользоваться Telegram. Не надо регистрироваться в каких-то сторонних сервисов, вот, а первые 20 генераций там вообще бесплатно. И человек, которому вот эти вот промпты уже понравились, он прямо сейчас хочет попробовать, и вот мы даем ему самый короткий путь. Вот это получается у нас не реклама, это просто логический шаг внутри полезного материала. Так, и про нативную рекламу. То есть первое правило – это правило позиции. То есть лучшее место – это середина статьи или специальный блок вида там «я там сам это использую» и так далее. Не первый абзац обязательно, потому что вот в первом абзаце все, скажем, ну, очень многие веб-мастера стараются в самый-самый верх поднять рекламную интеграцию. Вот, это не совсем правильно, потому что на первом абзаце пользователь еще не прогрет, он еще не успел прочитать вообще, что он хочет и что ему предлагают. Вот, и не в самом конце, когда там вот там рассказываешь, какая классная там вся прям из себя вот эта история, и вот попробуй этот инструмент, потому что, ну, часть аудитории как бы до этого момента может не дочитать. Вот, поэтому желательно все это нативно размещать примерно в середине. Следующее правило – это контекст. То есть продукт, он должен упоминаться как решение какой-то конкретной задачи, описанной в статье. То есть, ну, по логике, что там вот проблема, вот инструмент, и вот он ее решает. То есть не призыв там «возьми и купи», а объяснение логики выбора. Следующее правило – это правило порога входа. Это означает, что мы там предлагаем какие-то бесплатные плюшки. То есть там попробуй бесплатно, первые там столько-то генераций бесплатно, есть там демо-использование, там есть определенные кредиты на использование. Это сразу же снижает какой-то барьер. То есть люди еще не совсем готовы платить за то, что они не попробовали. Вот, а как только мы этот порог снижаем, получаем, соответственно, больше клиентов. Вот. И по правилу ссылок. То есть одна, ну, максимум две ссылки в теле статьи органично вписаны. Это хорошо. Когда мы после каждого абзаца или там после каждого какого-то структурного блока начинаем пихать ссылки, ну, он начинает выглядеть как откровенно рекламный материал. Вот люди тоже все прекрасно видят, все прекрасно понимают, и, скорее всего, это будет больше отказов, чем плюсом. Так, следующий блок – это про то, как удержать, собственно, позиции. То есть попасть в топ – это одно, ну, естественно, остаться – это другое. То есть тут, в принципе, правила сильно не отличаются от общепринятых. То есть первое – это регулярное обновление. То есть, грубо говоря, у вас есть определенные конверсионные статьи,
раз там в 3-4 месяца мы актуализируем данные, то есть, допустим, там какие-то новые инструменты выходят на рынке, какие-то новые способы применения, все это немножко редактируем, как бы, ну и в том числе обновляем непосредственно дату редактирования. То есть обновленная статья, ну, в этом плане тоже может сразу же практически подняться там на несколько позиций. Проявляем активность в комментариях, то есть периодически тоже надо заходить, отвечать на новые вопросы, потому что, ну, каждый такой вопрос задает живой человек, и, ну, потенциально как бы, этот человек может к вам потом прийти за какой-то услугой. Вот. Ну и, собственно, входящие ссылки из новых статей. То есть мы публикуем какую-то новую статейку по смежной теме и оставляем ссылку, мол, смотрите, вот раньше мы про вот такую штуку писали, очень интересно, полезно, приходите, посмотрите. Вот. И мультиплатформенная стратегия, то есть это очень удобный способ манипуляции. Мы публикуем там некоторое количество адаптаций одной и той же темы на нескольких площадках. То есть там, ну, образом, там на VC, Пикабу и DTF по одному и тому же кластеру публикуем статейки. И пользователь, пришедший по этому запросу, видит ваш контент в там, строке 1, 2, там, 3, 4, 5. Вот. Ну, это получается своего рода монополизация информационного пространства, и в любом случае пользователь, что бы он там не выбрал из сниппетов выдачи, он придет к вам. Вот. То есть мы, собственно, не одну статью в данном случае продвигаем, а вообще забираем всю выдачу. Теперь к интересному. Про монетизацию всей этой истории. Так, давайте немножко поговорим про деньги. То есть, ну, все предыдущие блоки это были про инструменты. Вот, ну, естественно, что каждый инструмент, он должен конвертироваться в доход. Значит, первая схема, ну, она самая очевидная, это лидгенные услуги. То есть тут механик может быть сколько угодно, самая простая, это там публикуете кейс с реальными цифрами. То есть мы там не просто работали с клиентом, и ему стало хорошо, а там вот ниша такая, это, там, допустим, недвижимость, задача там, собрать органического трафика, стартовые данные там 200 визитов в месяц, через 3 месяца у него уже было там 2000 визитов, сделали то-то, конкретные шаги, скриншоты, метрики, все это упаковывается. И человек, который приходит на такую статью, он смотрит, оценивает, понимает, что этот человек уже что-то умеет, вот, он уже показал логику работы, уже там, в принципе, все понятно, и цифры есть. Я хочу то же самое вот для своего проекта. Ну, это, в принципе, тоже достаточно хороший квалифицированный лид. То есть человек, который пришел к тебе через кейс, он уже как бы понял ценность того, что ты делаешь, и уже готов к разговорах о деньгах. То есть он уже, в принципе, не торгуется, почему так дорого, а с большего он спрашивает то, как скоро мы начнем. Следующий момент – это партнерские программы. То есть мы сюда там в первую очередь относим паразитное SEO. То есть это делаются там всякого рода подборки, там топ чего-то такого, там лучше что-то такое. Туда вшиваются реферальные ссылки, и вот трафик с этих статейников там достаточно целевой. Люди приходят читать обзоры, перед принятием решения о покупке уходят к вашему партнеру, совершают покупку, вы получаете за это определенную денежку. То есть по цифрам, если брать реалистично, то где-то от 20 до 180 тысяч в месяц можно статейниками на партнерках работать прям, ну, уверенно. То есть если особенно есть какая-то накопленная база статей в работе в нишах с нормальными комиссиями, в любом случае блог сам себя окупит.
Вот, для сезонок это прям могут быть совсем другие чеки. Вот, есть там, допустим, отдельно прям целое агентство, которое оказывают услуги по размещению э, всяких интересных статей. Вот, но у них там чеки тоже очень хорошие, там от 200 миллионов там, до миллиона, до 1,5 миллионов. Вот. Но это больше уже там к третьему блоку, то есть третий блок — это у нас, собственно, гастрайтинг. И это чаще всего самая недооцененная схема, и одновременно она чаще всего самая денежная получается. То есть, ну, это имеется в виду те, кто, в принципе, умеют писать, умеют строить воронку продаж и, ну, понимают алгоритмы площадок. То есть, ну, вот типичная ситуация. То есть фаундер, у него какой-то стартап, и он хочет присутствовать на какой-нибудь площадке, там, условно, VC. То есть для него это какой-то личный бренд, там, найм, работа с репутацией и так далее. Идеи у него куча, продукт замечательный, экспертиза тоже навалом. Но вот писать ему некогда, и нанять копирайтера, который там вот прям одновременно и с SEO разбирается, и алгоритмы там какие-то знает, и редакционные требования понимает, вот, и еще как-то продукт этот весь нативно прорекламирует. Вот, и плюс еще у него и про-аккаунт должен быть. Вот эту историю еще надо постараться найти, а с условием того, что у бизнеса никогда не бывает времени, скорее всего, они этим заниматься не будут, и поэтому вы будете именно таким человеком, который умеет все перечисленное, и в данном контексте это, собственно, не копирайтинг как таковой, это тоже продуктовая услуга. Вот, и ценники тут тоже, в принципе, вполне приятные, то есть где-то от 5 до 15 тысяч это там плюс-минус такая стандартная обзорная статья для какого-то продукта. Если вы прям гарантированно умеете запихивать публикации для пользователей самой площадки, то бишь там в какую-нибудь популярную там и так далее. То есть тут сразу же там можно брать за статейку там от 30 тысяч. То есть для клиента, который понимает, что вот сегодня у него был какой-то очень нишевый, малоизвестный продукт, а к нему потенциально с такой статьи может прийти пару лидов по 200-300 тысяч каждый, он там за эти 20-30 тысяч рублей даже торговаться не будет, потому что смысла в этом нет никакого. Вот. И таких клиентов, в принципе, даже можно и не искать отдельно. То есть если вы там персонально этим всем занимаетесь, постите какие-то интересные материалы, они самостоятельно будут к вам приходить для того, чтобы коммуницировать уже с вашей наработанной аудиторией. Для бизнеса. То есть тут у нас, в принципе, ну, немножко отличается, но с большего похоже. То есть это лид-ген через прогрев. Клиент ищет решение своей проблемы, находит вашу статью, читает какой-то экспертный разбор, понимает логику и ценность вашего продукта, ну и уже приходит там навстречу с вами прогретым. То есть это, грубо говоря, уже человек, который приходит с определенным намерением. Опять же, следующий момент очень классный — это управление поисковой репутацией. То есть вы занимаете выдачу по своим брендовым запросам. Когда там человек, допустим, ищет какие-то отзывы от вас, он видит в том числе ваши кейсы, ваши статьи, обзоры, разборы там и так далее, ваше экспертное мнение, не какие-то там чужие форумы с ноунейм негативом, а вот видит уже какую-то конкретику. Следующий бонус — это HR-бренд, то есть IT-специалисты и там специалисты в сфере диджитала, они тоже все очень активно читают такого рода площадки. Вот, и компания, которая публикует на таких площадках экспертный контент, она становится очень привлекательным работодателем. Вот, и ну, самые хорошие кандидаты, они будут специально хотеть попасть к вам, потому что видели, как вы думаете, видели, как вы решаете задачки.
Вот. Ну, опять же, тоже про аккаунт еще раз расскажу. Да, немножко больно, вот, но прям ну, вот если уже ввязываться в эту историю, это надо рассматривать как прям работу, как канал продаж, вот, и при активной работе с лидгеном вот это прям окупается с одного-двух лидов. То есть при гострайтинге вообще можно одной статьей этот про-аккаунт перекрыть. Вот. Если вы там фриланс-автор и бюджета как такового нету стартового, то можно искать спонсора, то есть компанию, которая проспонсирует вам наличие платной подписки, а вы будете периодически ее упоминать в своих материалах. То есть тоже стандартная история. И, ну, такие компании, если вы там прям экспертные материалы в какой-то нише пишете, они вас самостоятельно найдут, и вам ничего, в принципе, для этого делать не нужно будет. Следующий момент. Про теневые баны. То есть, ну, тоже совсем коротко. Мы же, собственно, пишем все это дело в первую очередь для людей. Вот, и что убивает нас на площадке. Первое – это так называемый нейрослоп. То есть это чистый яичный текст без редактуры. Вот. Как бы площадки с живой аудиторией, они прекрасно понимают, что такое машинный текст. Вот. Ну и следует давать себе отчет, если мы тексты не вычитываем, не редактируем и не проверяем там, через какой-то факт-чекинг минимальный, то, ну, скорее всего, вас может ожидать жесткая потеря репутации и публичный провал. Следующий момент – это коммерческий статус аккаунта. То есть если вы на бесплатном аккаунте публикуете рекламные ссылки и прямые упоминания своего проекта, если ставите UTM-меточки, то площадка либо автоматически ставит вашему аккаунту пометку коммерческий, и снять его можно только после оплаты, либо после того, как вы вот эти вот меточки поснимаете. Вот. И после того, как ваш статус становится коммерческим, ваши статьи не показываются больше в ленте, они выпадают из индекса поисковых систем, и только вы их видите. То есть, в принципе, если один раз купил про-аккаунт, наделал кучу статей, которые там тебе интересно, чтобы дальше читали, то, к сожалению, тебе придется платить ровно столько, сколько тебе нужны эти статьи. Вот. И Андрей, следующий момент. Ага. такой момент. Ты, наверное, слайды перелистываешь, а у меня вот слайд удержания позиции плюс мультиплатформа. Это у меня так или так задумано, или просто уточняю? Нет, Вдруг? нет, у меня А, все нормально. вот прям что-то у меня вот на трансляции вот 29-й слайд удержание позиции, как будто ты на одном слайде как бы держишься. Ну-ка, полистай еще раз влево-вправо. Ну, есть что-нибудь Вот поменяться? вижу, что слайд 28-27 ты перелистываешь. Ну, возможно, в записи будет нормально все. Если что, Я презентацию презентацию, прикрепи. да, Да. Ага. окей. Все соответствует. Это у меня, значит, все, на всякий случай. Извини. Все, слушаем дальше. Отлично. Так, ну и, собственно, теневой бан. То есть это отдельная история для провокационного контента. То есть, например, рейтинговые статьи для веб-мастеров, для там, любителей паразитного SEO. Такие статьи, они не пускаются в ленту. То есть они индексируются поисковиками, все нормально, но пользователи самой площадки ее не увидят. Вот, поэтому если вы, в принципе, со своего блога будете транслировать свое мнение, в том числе и на площадку, на аудиторию площадку, поэтому следует немножко тщательно выбирать темы. Так, ну и, в принципе, в завершение моего рассказа, то есть надеюсь, что я сегодня напомнил аудитории, что как бы информационный трафик, он тоже важен. Да, стоит признавать, что он конвертируется намного хуже, чем коммерческий, вот это с этим не поспоришь. Вот, но тут опять же есть такой факт, что даже самый сильный и крутой продукт никто не купит, если про него никто не знает.
Вот, поэтому, ну, видимость – это условие, без которого все остальное не работает. Вот. А площадки – это как дополнительный канал продвижения, то есть это не замена там основному ресурсу, это не какой-то костыль, а это инструмент, который там, при правильном использовании открывает новую точку для входа к аудитории. Все, спасибо за внимание. Доклад окончил. Андрей, огромное спасибо. На основе твоего богатого опыта, обширного, ты прям такой классный доклад сделал и такие инсайды интересные. Так что отлично, все получилось. Большое спасибо. Конечно, как у тебя со временем? У нас вебинар идет час, и вопросы есть, конечно. Давайте поотвечаем. Ага, отлично. Так, первый вопрос. Какой примерно средний срок жизни быстрого топа, в кавычках, на VC, например? Ну, тут, в принципе, все зависит от конкуренции. То есть если мы берем быстрый топ на VC, естественно, что мы ставим под условие факт того, что есть ребята, которые точно так же охотятся за этими статьями. То есть если мы непосредственно подхватываем статью теми же самыми дополнительными средствами манипуляции, как только она проиндексировалась, вот ее сразу же надо забрать и держать, потому что если прям тематика жаркая, со множеством конкурентов и в которую очень много денег инвестируют, там, допустим, та же самая крипта, то тут на органические способы продвижения не стоит вообще каким-либо образом рассчитывать. Если это тематика, скажем, без такого жесткого уровня конкуренции, то, в принципе, если поисковик ее при индексации поставил на какой-то топ, если, в принципе, обстановка там не меняется, то она там будет сидеть достаточно долго. То есть у меня, в принципе, вот как по примеру тоже моих статей, я начинал публиковаться исключительно как бесплатным аккаунтом на VC, и мне было прям интересно, сколько вообще, в принципе, на бесплатном аккаунте можно себе привести трафика, и вот я очень часто публиковал статейки с подборками промптов. Вот. И вот эти вот подборки промптов, которые с точки зрения там, частоты по вордстату, по сути, никакого спроса не имеют, нет тут никаких там абсолютно инсайдерских историй, они там за 1,5-2 месяца понабирали по 150-200 тысяч прочтений. То есть, ну, это как бы говорит о том, что как только оно попадает в топ, оно там и висит. Отлично, спасибо. Такой вопрос. На дистанции в 6-12 месяцев что выгоднее? Одна вирусная статья на VC с притоком лидов за 2 недели или 20 обычных SEO-статей на своем сайте? На дистанции 6-12 месяцев однозначно выгоднее иметь статейки на VC. То есть в данном случае, ну, в принципе, про это уже тоже говорили, если вы не готовы конкурировать и SEO, скажем так, оптимизировать свой блог, свой контент, добавлять туда кучу всяких паттернов, которые участвуют в поисковых алгоритмах, самым быстрым и дешевым способом для вас будет именно вот такие вот статейники. Спасибо. На твой взгляд, какие тематики в этом году не подходят для альтернативного SEO через сторонние платформы? Любая товарка. Мгм. То есть все, что связано с товарным продвижением, к сожалению, у нас заполнено почти полностью агрегаторами. А что прям очень хорошо идет, это все, что связано с сферой услуг и, в частности, B2B. Мгм. Ну, естественно, за менее конкурентной особенности своей. Спасибо. Вопрос от Дед от Мороз. Ну, ник такой, не знаю, правильно я произнес или нет. Ну, а их траст не делится на все статьи, которые опубликовали? Видимо, вопрос по площадкам типа VC.
Ну, с учетом того, что у них там миллионы и миллиарды страниц, для них вообще типичное понимание траста, как для там, обычного домена, наверное, в поисковых системах не присутствует. Вот, поэтому это просто история такая же, как и с Википедией. И Мгм. как с любой другой большой площадкой, она, в принципе, сама по себе трастовая. И, ну, не знаю, что должно произойти, чтобы этот трастовый вес куда-то там по всем страницам разошелся и как-то негативно это все повлияло. Скорее всего, э, нужно принять тот факт, что площадка мощная. Мгм. Да, я думаю, там по-другому алгоритмы учитываются для таких ресурсов. Вопрос: как правильно перевести читателя с VC или Пикабу на свой коммерческий сайт? А, Ну, этому, в принципе, у нас там в докладе целый блок был посвящен. То есть, ну, в любом случае, как бы тут вариантов достаточно много, и естественно, что нужно смотреть на саму тематику материала, через который вы хотите сделать, скажем, этот трансфер трафика. То есть, если это какой-то экспертный материал, то за счет там своей экспертности, ну, и естественно, что вот это вот предложение перейти на целевой ресурс должно быть как бы нативно понятное, и оно должно быть органично интегрировано в сам материал. То есть плохой вариант — это когда ты пишешь статью на какую-то там плюс-минус новостную тему, и такая вставка: да, кстати, вот у нас есть классный бизнес по продаже молока, приходите, покупайте молоко. Такое работать не будет. То есть работать будет только когда весь материал, он органически подается читателю, и переход на ваш целевой ресурс — это логичное завершение коммуникации с этим материалом. Мгм. А бывает, знаешь, иногда так, что находишь на VC классную статью, переходишь на автора, думаешь, блин, где у него там какой-нибудь YouTube-канал, Telegram-канал, а у него никаких контактов нет. И вот люди, на мой взгляд, многое упускают, хотя бы даже Конечно. аудиторию свою как-то формировать, это прям упущение у многих. Конечно, конечно. И, вот, ну, очень многие как бы, из аудитории самих площадок, они очень часто обижаются на авторов, которые там в конце статьи пишут, предложение там подписаться на их там телеграм-канал или другие соцсети. То есть, на, скажем, ВС.РУ это не запрещено, то есть ты спокойно можешь приглашать людей, если им нравится твоя подача материала, экспертное мнение, даже на бесплатном аккаунте. Подписывайтесь, переходите. Ну и, в принципе, я тоже в том числе считаю, что это вполне нормальная история, если ты этим занимаешься, если ты интересно пишешь, и ты хочешь, чтобы там тебя читали и дальше, ты вполне можешь приглашать людей там в свои социальные сети. То есть это работает точно так же, как и на других каналах, там, на "Ютубе", там, "ТикТоке" и так далее. Мгм. Спасибо. Вот комментарий. Андрей крутой, в продвижении на VC так точно, и истории у него навалом смешных. Привет. Так что твои знакомые. Да, где-то я уже видел. Ага. Так, вопрос такой. Как будто VC, DTF и так далее — это та же игла, как и Директ, так как там нужно в любом случае покупать премиум, чтобы ссылки вставлять можно было и чтобы на индекс не было. Ну, своего рода так оно и есть. То есть, но тут тоже, в принципе, не совсем прям правильное сравнение с директом. То есть ты в директе платишь за там конкретное действие, то бишь за клик. Вот, а здесь ты платишь за использование услуг площадки. Вот. Ну и, в принципе, возможность использовать вот этот вот мощный канал. То есть, ну да, соглашусь, немножко, конечно, с ценами не все нормально у ребят. То есть буквально еще там несколько лет назад цены были раза в 4 меньше, вот, но, с другой стороны, как бы, э,
такие площадки, они спокойно и свободно дают людям зарабатывать за счет себя. Поэтому, ну, тут уже как бы каждый сам принимает решение. Так. Какая-то техническая неисправность, наверное. Но, в принципе, я надеюсь, что я еще в эфире. Вот, в принципе, как бы никто, собственно, не мешает работать с рекламой и ссылками даже на бесплатных аккаунтах. Есть очень классные способы обхода всех этих историй. Одна из таких историй, правда, вот буквально тоже сегодня там обсуждали, модерируются только новые опубликованные статьи. Никто не будет модерировать твою статью, если ты ее выпустил полгода назад, поэтому задним числом можно вполне поставить куда-то на себя ссылочку, отреагировать, и, скорее всего, никаких санкций ты за это не понесешь. Вот. Спасибо за ценный совет. Я думаю, многим пригодится. На Reddit такая схема многие годы популярна. Оно, в принципе, все по аналогии, да? Ну да. Хорошо, что ты такие развернутые ответы даешь. У меня что-то интернет отвалился, и вот я переподключился, а никто и не заметил. Классно. Там была, конечно, небольшая пауза. Ну ладно. Ну, спасибо, что это. Если что, тут все в облаке, поэтому просто переподключаться и все. Как найти трастовые, но не такие популярные площадки? Ну, в принципе, их достаточно много. То есть любая история, которая занимается публикацией новостей, любое СМИ, в принципе, можно ее использовать. Вот. Другое дело, что тут как бы тут тоже не совсем... ну, это уже больше к истории про ссылочному профилю и так далее. То есть нам же интересно в первую очередь площадки, на которых много трафика. А зачем нам для этой цели идти на площадки, где его меньше? Спасибо. С чего бы ты рекомендовал начинать на VC, Пикабу и подобных ресурсах? Обязательно ли покупать сразу премиум или можно побоксировать на бесплатном аккаунте? Ну, вот я бесплатный аккаунт вел примерно, наверное, с полгода, может, даже месяцев 8. И самое главное – это, ну, выбрать тематику, по которой тебе интересно публиковать контент. Вот, это то, с чего надо начать. После этого, ну, неплохо было бы поработать с брендом. То есть, ну, опять же, популярные площадки, они влияют определенным родом на узнаваемость, поэтому можно вот прорабатывать таким образом свой личный бренд, даже на бесплатных аккаунтах с учетом своей экспертности. То есть в этом нету никаких проблем. Спасибо. Вот Никита спрашивает. Андрей из доклада понял, что лучше 10 маленьких статей, отвечающих на конкретный интент, чем одна большая. Да. И вот второй вопрос от Никиты. Ну и для обвязки одну большую пишешь, чтобы в нее ссылки вели на 10 маленьких, верно? Да. Но эта же схема, в принципе, должна работать и вообще в контентном маркетинге, даже в рамках самого своего, собственно, сайта. То есть тут стратегия, она примерно та же самая. А так, да, все. Да, как в зарубежном SEO это эти topical clusters называется. У нас это семантические коконы. Еще там как-то называют тематические кластеры, да.
Вот такой вопрос. Как влияет обилие некачественного нейроконтента на VC и подобных сайтах на их будущее, как бы вот этих ресурсов? Вот если вот по моему опыту захожу для репостов на своих каналах сделать какие-нибудь интересные статьи на VC, vc.ru/SEO. Смотрю, там, знаешь, одна из 20, наверное, статей в лучшем случае какая-то более-менее толковая, остальная какая-то чушь там вообще, просто нейро какой-то слоп вот натуральный, просто даже открывать неохота, вот просто даже никто не редактирует, там такая ерунда идет, просто поток. Ну, к сожалению, если брать конкретно VC-шку, да, у них есть с этим проблемы. То есть у них как таковой контент, он на качество подачи проверяется только читателями. Вот. Сами модеры ничего не делают. А вот площадки вроде Хабара, то тут можно сказать, что даже если ты на про-аккаунте попробуешь какую-то вот такой нейронную историю запостить, ты внутреннюю модерацию не пройдешь. То есть там она плюс-минус какого-то ручного стиля, на VC-шке, к сожалению, да. То есть чтобы там найти какую-то статью, чтобы прям почитать, это надо очень сильно постараться сейчас, к сожалению. Да. Я даже делал такие, ну, как бы и не делал, а такие мысли у меня возникают, что когда-нибудь VC может просесть из-за такого количества вот такого нейроспама, по сути, контентного. Они после... Как ты считаешь? Ну, нет, конечно, то есть в любом случае это будет отток аудитории постоянный, потому что, ну, нельзя же бесконечно паразитировать на своем имени, и там люди, что же не дураки, они все понимают. Вот. Но так вообще, в принципе, VC и DTF, они очень сильно просели с января. То есть у них там трафик срезался практически вдвое. Ничего себе. Вот. Да. Потому что это по всем как бы канонам SEO, если у тебя куча какого-то вот малополезного контента на сайте, это как гиря, которая тебе не дает ни бежать, ни идти, и в итоге ты там в болоте в каком-то тонешь просто. Ну, есть вот прям определенные колонки, которые там практически невозможно читать, и вот эти колонки, они в основном как бы и связаны с низким относительно порогом входа. То есть если эта колонка связана с SEO, то там будет, скорее всего, на 99% нейротексты, которые расскажут, как писать нейротексты в 2026 году, причем подряд все. Вот. Маркетинг, скорее всего, будет точно так же выглядеть, потому что тренеры успешного успеха будут один за одним рассказывать про успешный успех. Вот. Но в целом, как бы с учетом того, что люди продолжительное время на этой площадке находятся, они уже плюс-минус понимают, какой автор может дать какой-то там интересный контент. То есть там вот именно прелесть того, что ты можешь подписаться на какого-то конкретного автора, который тебе нравится со своей подачей, и у тебя формируется твоя собственная лента, вот, и ты читаешь только то, что тебе интересно. Вот, как-то так. Спасибо. Никита спрашивает, каким типом сайтов такой вариант продвижения не подходит? Ну, вот ты про тематики сказал, что вся товарка, а по типам сайтов, например, можешь что-нибудь подсказать? Так, ну, в принципе, тут сложно сказать, по каким типам сайтов такое продвижение не подходит. Тут, ну, в принципе, про сами сайты никто ничего не говорит. То есть тут мы же не говорим про сайты, мы говорим про продукт. То есть, в принципе, мы тут сами как таковые ресурсы непосредственно, скорее всего, не продвигаем, мы продвигаем вот именно продуктовую часть. То же самое, что, ну, блог на сайте, он же не продвигает сайт, он продвигает продукт. Да, Вот как-то. спасибо. А что делать с токсичными комментариями? Вот у меня, например, на канале YouTube, если какой-нибудь там тролль, спамер, я его сразу просто баню. Ну, или там какой-то
неконструктивная критика, когда, знаете, там ничего нового, какой-то негатив там выплеснули, я таких баню. Если какое-то конструктивное, я отвечаю. А вот на этих же площадках там ты, наверное, не можешь так спокойно выносить или можешь? Вот твоя Можешь. стратегия какая? Не, я никого прям не удаляю. Единственный раз, когда я удалил ветку комментариев, был под рекламным постом. То есть у меня был заказной обзор очень там прям такого хорошего сервиса, который нарезает вот там подкасты и какие-то большие видеоролики на рилсы и самостоятельно их постит. То есть таких, там, в принципе, сам по себе продукт очень хороший, плюс еще обратились за рекламой. И вот я, как владелец, там, допустим, про-аккаунта, на про-аккаунте публикую коммерческий материал, естественно, что с коммерческой подачей, потому что, ну, описываю все там плюсы, минусы там и так далее, и предлагаю воспользоваться этим сервисом, и мне в комментариях пишут про то, что это, ну, типа, реклама. Вот. И у нас началась такая дискуссия, что так, Да. ну, мы сейчас находимся на площадке, вот у меня какой-то рекламный аккаунт, я занимаюсь непосредственно рекламой, какие могут быть, собственно, претензии. И вот мы там некоторое время это все выясняли, потом выяснили то, что, оказывается, вот на VC люди могут зарабатывать деньги. И все друг друга поняли, и чтобы не травмировать посетителей, которые придут почитать про сервис, я вот эту ветку стес. А так, в принципе, можно удалять, можно отвечать. Я стараюсь отвечать всем, но чаще всего там пользователи зарубы друг с другом начинают устраивать, и это намного интереснее. Да. Да, бывает вот даже под роликами на YouTube, вот у каких-то популярных, знаешь, где 10 тысяч комментариев, там всегда будут эти самые первые, самые интересные комментарии, какие-нибудь или юморные, или какие-нибудь шутки там, или в точку что-то, или классно добавляют какой-то экспертизы. Поэтому комментарии это да. Вот PPS Web пишет: спасибо, стрим как бальзам. Спасибо вам. Эдграк 27 спрашивает, чем PF крутишь? Ну, конечно, можешь там не отвечать, там как-нибудь завуалированно. Как я понимаю, твои знакомые. Да, провоцируют меня на нативную интеграцию. Вот. Ну, я как бы говорил, что есть только... Ну, из всего того, что я пробовал, есть только одна команда, которая делает это все под ключ. Ну, по условиям как бы стрима я не могу назвать какую, но если хотите что-то узнать, я думаю, что вы разберетесь, что делать. Ага, да, отлично. Так, вот вопрос такой. Проблема VC и DTF в том, что при добавлении ссылки они считают ак коммерческим. Как тогда быть? Ну, вот эту историю мы тоже во время доклада разбирали. То есть если вы разместили ссылку, ну, там, в принципе, нету вообще запрета размещать ссылку на себя, ну, если это не в каком-то коммерческом ключе. Если ваш аккаунт признали коммерческим, у вас есть два выхода. То есть первый выход – это купить про подписку и дальше спокойно работать, либо удалить ссылку, написать модераторам, и вам вернут статус вашего аккаунта. Мгм. Спасибо. Вот Хелена Графикс пишет: насколько эффективно перевести пользователя с русскоязычной платформы на сайт на английском или другом европейском языке? Спасибо. Ну, конечно, немножко странный вопрос, потому что русскоязычного пользователя зачем переводить на англоязычный Да, ресурс? там же Reddit и все эти, все есть свое. Ну да, ну да. Ага. Так, вот вопрос, вернее, комментарий от Медового сундучка. Разместил через Квок рейтинг на VC и Пикабу на магазин секонда. Зашел в топ на ура. Я то же самое сделал по услугам клининга, а там КП.РУ и облом. В топе, видимо. Ага. Тут, в принципе,
Как вообще вот эта история работает? То есть практически, наверное, нету ни одной вот этой вот тематики, по которой не написана рейтинговая статья. Вот. И для того, чтобы, я так понимаю, здесь речь идет в первую очередь, опять же, про Яндекс, для того, чтобы вынести своего конкурента, ну, естественно, что, да, ты публикуешь статью, и ты можешь столкнуться с тем, что у тебя сходу нету никакой видимости, никаких позиций, потому что твое место занято конкурентом, даже там в рамках той же площадки. То есть ты пишешь там рейтинговую статью на VC, а в топе находится тоже рейтинговая статья на VC, но не твоя. То есть таким образом, вот с условием того, что есть алгоритмика работы у поиска, как только статья индексируется, если мы имеем при себе некоторый инструментарий с поведенческими факторами, мы сразу же начинаем подлив поведенческих факторов с добавлением так называемых хвостиков некоторое время, и после, вот исключительно только такими словами, и после там некоторого там количества часов работы, как только мы вот этот необходимый пул перекликаем, даже когда нас нету в видимости, мы эту статью из поиска конкурентную уберем. Я думаю, в этом ответе ты уместил просто там целый какой-нибудь платный курс, как вот такие места занимать. Это очень круто, молодец. Я думаю, кто любознательный, они, эту всю тему раскрутят. Очень круто, спасибо, очень ценные советы. Макс Север спрашивает, в туристической сфере есть похожие площадки? Конкретно про, собственно, туристическую сферу, наверное, прям сходу не скажу. Наверное, я с ней просто не связывался, но я достаточно часто встречал и на том же самом пресловутом ВС.РУ всякого рода обзоры там, каких-то круизов, каких-то там туров с фотографиями, с видео, там, с полным обзором там, цен отелей и так далее. То есть там такое тоже возможно. Возможно, профильное что-то тоже есть, но это там прям надо поискать, не подскажу. Лет 10-15 назад в туристической сфере отлично залетали посты в лайв-джорнале. Там это ЖЖ-то. Ой, ЖЖшечка, Были да. времена. Прародительница всех этих историй, про Да, которые мы сейчас говорим. там же были еще коллективные блоги. Я там клепал какие-то коллективные блоги, типа по пресс-релизам. Мне потом заваливали эти блоги просто контентом, таким разного масштаба, но индексировалось хорошо и в топы залетало, поэтому и ты как сидишь, как у тебя мини-виси, только в ЖЖ там и рулишь там. Интересно было. Вопрос. Каким сервисом нейронки сейчас лучше писать качественный контент? Так, тут сразу же стоит отметить, что пока что ни одна нейросеть не может написать человекоподобный текст. Объективно тот, который человек может прочесть и остаться на 100% доволен. То есть если тут речь идет не контент про SEO, который существует только для поисковых систем, а контент для людей, то тут в любом случае нужна будет редактура ручная. Вот. И с ролью именно написания, скажем, черновика лучше всех пока что, на мой взгляд, справляется Клод. То есть, наверное, ответ будет такой. Тут тоже как бы очень важна стартовая подача, то есть стартовый вот этот вот промпт. В принципе, под каждую нейронку можно подобрать ключик, который там какого-то допустимого качества сможет сделать черновичок. Но, опять же, повторюсь, что, к сожалению или, наверное, к счастью, крайне нежелательно вот на 100% сгенерированные тексты без редактуры отдавать в свободное плавание, чтобы это почитали люди. Потому что люди умнеют, учатся, у них появляется насмотренность, и влететь с
неприятными комментариями за счет непроверенной информации в нейросетевом тексте будет не самая приятная история. Да, а добавить они могут там от себя. Все знают. Ну да. Вот комментарий от твоего знакомого. Андрей, спасибо. На самом деле интересно. Было бы здорово увидеть какой-то твой вебинар с фишками, лайфхаками и так далее. Ну, возможно, когда-нибудь я к этому приду, но пользуясь случаем, у нас в Минске будет SEO-конференция. Да, SEO in Минск вообще. Ты, кстати, тему доклада определил уже? Да, тема доклада у меня определенно была самая первая, наверное, из всех докладчиков. Непосредственно там я буду рассказывать по методике работы с накруткой поведенческих факторов. То есть Ну, слушай, потом приходи ко мне с этим докладом. Обязательно. Чтобы презентация не пропадала. После конференции Обязательно. буду рад. Приходи летом как раз там. Самое то. Все, договорились. Ага, отлично. Так, Макс пишет, все сильно зависит от промпта плюс редактура, да? Ну и как ты и говоришь, в принципе. Ну да. Угу. На данный момент вопросы закончились. Почти 1,5 часа мы даже больше с тобой зависаем тут, обсуждаем. Очень интересно, слушай, вообще здорово. И по традиции расскажи, чем ты можешь быть полезен зрителям. Я твой слайд, если у тебя с контактами есть, выведу. Так, слайда с контактами у меня, к сожалению, нет. Ну, Вот. под видео все будет, я размещу все. Ну, в принципе, могу быть полезен, собственно, тем, про что рассказывал. То есть я могу помогать получать клиентов из поиска и из информационного контента. Как-то так, наверное. Круто. Ну и, наверное, могу интересно всякие штуки рассказывать про нейросети. У меня там отдельный канал про это есть. Нейроскуф у тебя такой, это ник такой прикольный. Сразу запоминается. Вот и с юмором, молодец, очень здорово. Да, спасибо. Я, как увидел, сразу подписался, буду читать. Люблю такие штуки. Так что спасибо, Андрей, большое. Будет желание, приходи снова. Ну, как мы уже тут, так сказать, уже прикинули твой следующий доклад. Летом сделаем обязательно. Обязательно. Спасибо всем за внимание. Было очень интересно. Ага. Всем спасибо. До новых встреч и увидимся в топе.